Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события, как закрывается эта волшебная неделя, первая неделя нового полугодия. Ну и посмотрим, какие здесь возникли движущие силы, куда подули ветра и что ждать на вечерней сессии. Обращаю внимание, понедельник в Америке выходной. Так, друзья, давайте перейдем сразу к календарику, какие события произошли, что тут повыходило и куда оно направляет рынок. Ну, сегодня был ключевой момент, который связан с выходом статистики изменения числа занятых в несельхозсекторе Соединенных Штатов. Вышли просто бриллиантовые данные, значительно выше выросли рабочие места и чем был прогноз и чем предыдущее значение. То есть это говорит о том, что американская экономика, она неукротимо набирает обороты. Здесь, правда, возникает такой очень интересный парадокс. Изменение числа занятых в несельхозсекторе значительно выросло, но уровень безработицы больше, чем предполагалось, и больше, чем был ранее. На самом деле здесь есть на этот счет объяснение у американских статистов о том, что просто многие люди сейчас в связи с тем, что активизировался рынок труда, они срываются с места, ищут работу, и поэтому суммарный показатель безработицы, он вырос больше, чем предыдущее значение, больше, чем прогноз, но из-за того, что это произошло в силу активизации рынка труда, там посчитали, прикинули потоки, они каким-то волшебным образом, но у них все это достаточно прозрачно происходит. Везде, конечно, есть манипуляции с статистикой, но в Соединенных Штатах там с этим очень строго, и они этим занимаются колдовством в значительно меньшей степени, чем многие другие крупные державы. Итак, ну здесь просто вообще фантастика, отрыв, такие данные, да еще и четкое понимание, что этот показатель, который тоже ключевой, он на самом деле связан с ускорением оборачиваемости трудовых ресурсов. Здесь, в общем-то, сегодня Америка улетает в космос, почти как Virgin Galactic. Так, ну вот смотрите, здесь, собственно говоря, что тут можно говорить, ни о каком коррекционном откате перед праздником речь вообще не идет. Данные по рынку труда, они кардинально изменили ситуацию. И, судя по всему, закрытие будет либо на очередном историческом хае, либо в районе этого хая. Так, друзья, далее, что касается VIX, дневной таймфрейм, ну смотрите, здесь возврат в этот консолидационный диапазон не произошел, хотя движение здесь уже намечалось в район 18,7. Текущая проторговка идет в районе февральских уровней 2020 года, то есть накануне большого краша ковидного. Но опять же здесь не пускают, не дают ему пробить уверенно 14, ну 15 вроде бы взяли, вопрос в том, какое будет закрытие, ну и все равно ниже 14 его пока не пускают. Так, ну и NASDAQ, в общем-то, даже практически не отстает, можно сказать, и опережает, вообще в космос улетел по сравнению с S&P, тоже очень сильное движение вверх, потому что вот этот отчет еще накануне Дня независимости, он, в общем-то, вызвал весьма и весьма сильный положительный эффект. Но здесь, на самом деле, посмотрим, что будет в июле, когда они выйдут с праздников, насколько эта тенденция на такое значительное улучшение состояния рынка труда, она повлияет на фондовые индексы Соединенных Штатов и всего мира. Потому что здесь, на самом деле, дилемма. Чем ближе рынок труда к полному восстановлению, тем, соответственно, быстрее может ФРС начать жестить. Так, друзья, далее, конечно же, нефть, бренд, дневной таймфрейм, ОПЕК плюс, там, по-моему, только началась встреча министров. На самом деле, я не думаю, что эта встреча министров и достигнутые договоренности, они существенно на движение цены на нефть повлияют. По большому счету, текущая цена на нефть, я думаю, устраивает всех участников ОПЕК. И даже если какие-то участники хотят чуть больше начать добывать, например, Объединенные Арабские Эмираты или Россия, здесь надо четко понимать, что может произойти на фоне
такого решения значительный коррекционный откат, ну, на 72, например. На самом деле в этом никто из них не заинтересован, и поэтому я думаю, они с высокой степенью вероятности должны к какому-то консенсусу прийти, который будет очень лоялен для всех участников процесса и для рынка нефти. Так, друзья, ну вот по нефти, переходя на часовик, здесь у нас пошел импульс движения. Цель этого импульса достижение 76,8, 76,7. Этот импульс ломается, если будет коррекционный откат и он пробьет 75,2. В этой ситуации весьма вероятно разовьется движение, цель которого будет 74. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Ну смотрите, сегодня вот это движение на 1794 наконец-то состоялось. Пока оно здесь не закрепилось, но оно сразу не должно было закрепиться. И сейчас вот закрытие дня и недели, оно будет в районе 1782. Здесь очень существенный момент, будет закрытие выше или будет закрытие ниже. Если будет закрытие ниже, ну сейчас, в общем-то, на это указывает тенденция, которая здесь возникла. Потому что то, что было запасено, оно было успешно роздано в диапазоне 1793. Вот, и сейчас, соответственно, здесь идет попытка закрепления на уровне 1782. Если закрепится очень хорошо, тогда будет очень бодрое начало недели по золоту. Если не закрепится, что сейчас наиболее вероятно, то скорее всего закрытие будет в районе 1778-1777, вот здесь в этом диапазоне. Так, друзья, далее евро-доллар. Меня вот критикуют, что я его не рассматриваю. Ну, здесь ситуация заключается в том, что для меня этот инструмент, он практически все время был индикативом. Не было к нему практического интереса, как есть к золоту и доллару. И поэтому, ну, я его справочно смотрю, свою точку зрения сообщаю. Здесь пошла раскорреляция с золотом. Но на самом деле эта раскорреляция, она должна в ближайшее время выправиться. Из того движения, которое было в евро-долларе, пока нету ясности, как движение продолжится на следующей неделе. Потому что уровень 1,1790 его не потрогали. И здесь я не вижу уверенного указания на то, что произошел отскок. Здесь движение вроде как на отскок есть, но оно структурой сделок того, как здесь проходила торговля, с моей точки зрения, пока не подтверждается, и нельзя однозначно сказать, что здесь произошел разворот и дальше по евро-доллару мы растем. То есть два ключевых момента: то, что 1,1790 не потрогали, и то, что несмотря на эту красивую картинку, здесь однозначного, более или менее однозначного сигнала на разворот я пока не наблюдаю. То есть было бы логично потестить 1,1790 и уже отсюда уверенно отскакивать и пытаться вернуться хотя бы на 1,19. Ну или его пробить и тогда уже улететь к черту на 1,16 или 1,08. Так, друзья, вот по Роснефти меня засыпали вопросами, что делать. Кругом ее рекомендовали купить, а она 590 проказница так и не пробила сегодня. Ну смотрите, здесь, конечно, вот это движение, оно очень похоже на раздачу, на то, что ее здесь раздали под определенные слухи, которые они сыграют, но чуть позже, я так думаю. То, что ушли из диапазона 570-575, это, конечно, печально, потому что здесь вот это движение, которое сейчас формируется, попытка разворота, либо здесь должна быть проторговочка длительная, либо вот эта фаза движения, она должна, ну хотя бы какой-то коротенький задерг быть в район 550. Может развернуться и отсюда, и пойти расти, но поскольку пробили диапазон, который был для нее важен, и не потрогали другую важную точку, от которой может произойти рикошет, то здесь по ней пока ситуация неустойчива. Я думаю, надо посмотреть в понедельник, как она себя будет вести. Но опять же, с моей точки зрения, Газпром более интересен. Так, вот, друзья, смотрите, американская экономика отходит от ковидного сна, все отскакивает, люди начинают возвращаться в города. Соответственно, увеличилось значительно на 150% количество сделок по продаже нью-йоркской недвижимости. Но есть здесь один такой момент, очень тонкий.
Дело в том, что 92% сделок они произошли со скидкой от начальной цены. Для Нью-Йорка это не характерно было ранее. И, соответственно, здесь кроется, в общем-то, подводный камень, который указывает на то, что вот этот вот всплеск, который произошел, не факт, что он продолжится. Хотя, конечно, нью-йоркские лендлорды и рентье, наверное, в восторге от того, что такое движение, оно все-таки произошло. Ну и что примечательно, средняя квартира или апартаменты, как это называют американцы в Нью-Йорке, которая приобретается, это 115 квадратных метров. С моей точки зрения, вот это движение, которое произошло и происходит на рынке недвижимости Нью-Йорка, оно носит, скажем так, форму отскока. То есть в дальнейшем, когда отскок произойдет, сейчас даже может быть еще всплеск этот продлится, потом все равно будет откат, потому что в экономике произошли структурные изменения, и далее волнами, чем дальше, тем сильнее будет отказ от офлайна, переход практически всего в онлайн. Ну и в такой ситуации люди будут стремиться в пригородные дома, а не в апартаменты. Тем более, как бы американская национальная особенность, если нету дома, нету жилья, апартаменты и квартиры не считаются. Так, ну вот немножко по поводу отчета о рынке труда в Соединенных Штатах. Немножко уменьшилось среднее рабочее время в неделю. Оно было 34,8 часов, стало 34,7. Вот так американцы работают усиленно и тяжело. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут происходило и происходит на рынке, на графике. Интересный такой момент, рост котировок HeadHunter. Ну смотрите, есть определенные пулы компаний, которые они по ряду критериев друг другу в чем-то соответствуют. Вот у Хайтека есть такая, скажем так, закономерность, что если что-то одно сильно растет, то остальные компании, ну что у нас такое Хайтек? Хайтек у нас это HeadHunter, это Яндекс, это Mail.ru, это Озон. Ну и вот между ними денежку гоняют туда-сюда. Ну, понятное дело, Яндекс самый тяжелый, и его, чтобы крутануть, соответственно, нужно больше времени и больше накопления. Это не отменяет, что они могут расти одновременно, но когда идей таких ярких нету, то здесь более вероятный сценарий, что какую-то одну-две компании ее толкают вверх или просаживают сильнее, чем остальные. Так, друзья, ну и далее рубль-доллар, то, что нас всех волнует, нас всех затрагивает. Дневной таймфрейм, USD Tomorrow. Соответственно, у нас закрытие, оно выше уровня 73.12, но оно находится вот в этом диапазоне 73.6, 73.15. Но это указывает на то, что на следующей неделе весьма вероятно будут колебания именно в этом диапазоне. Но здесь пошел рост. И скорее всего этот рост будет продолжаться с откатами, но он будет продолжаться, потому что здесь по всем правилам жанра, судя по всему, произошел разворот. Вопрос только, насколько этого разворота хватит. Его может хватить в обозримом будущем для того, чтобы сходить на 76,2. А может быть, он уже сейчас здесь заляжет в дрейф и до середины августа будет болтаться в диапазоне 74,1, 72,86. Вот в этом диапазоне. Так, ну и часовик. Часовик, вороны на проводе сидят, греются. Здесь, по сути, идет борьба, пробьет, не пробьет. Сейчас в ближайшие часы 73,2, 73,3. Вот этот диапазон. Если пробой будет и закрытие ниже 73,3, ну где-то в районе 73,2 или даже на 73,12, это означает, что рублю дали допинг. На следующей неделе вот этот чудесный рост доллара, который начал было происходить, он будет отменен, и рубль-доллар будет торговаться в консолидации, вот в этой. Здесь надо четко понимать, что закрытие полугодия, закрытие квартала, оно привело к фиксации позиции, ну и как следствие спрос на валюту. И поэтому следующая неделя, она будет показательной в части того, куда на самом деле направится летом рубль-доллар. Но по крайней мере до середины августа.
Но на текущий момент здесь весьма вероятно будет закрытие в диапазоне 73.36, 73.25. Прямо вот напрашивается эта фигурка, чтобы он застыл, замариновался и чик, закрылся. Так, друзья, ну в общем-то все, основные моменты, основные новости, основные идеи, которыми хотел с вами поделиться. Хорошо доторговать, хорошего вечера и чудесных выходных вам. Счастливо.